Настоящее имя Йос ван Барневельд. Родился в 1982 году в городе Вегель, Голландия. И несмотря на его большие успехи в граффити, этот парень с самого раннего детства был большим поклонником футбола. И поэтому его история как художника начинается именно с него. En dan is de treffer van Joos van Barneveld in de 53e minuut. Еще совсем в юном возрасте, 9 лет, ему удается пройти отбор в молодежный состав профессионального футбольного клуба страны, в котором ему удается добиться успехов и закрепиться в основе команды, дойдя вместе с ней до высшего дивизиона страны. Van Barneveld, prachtig. Но его мечтам о большом футбольном будущем не суждено было сбыться, и в возрасте 28 лет Дас был вынужден прервать карьеру футболиста из-за серьезной травмы колена, полученной на одном из матчей, и окончательно забыть о футболе. Van Barneveld, Joos van Barneveld, schiet binnen. 1-2. Как признается сам Дас, в тот нелегкий момент граффити стало настоящим спасением для него. Его интерес к граффити стал серьезным, когда он подписал свой первый контракт в качестве профессионального футболиста. В то время он хотел просто отвлечься от ежедневной рутины и дисциплины, связанной с карьерой футболиста. И он медленно, но верно развивал свою вторую жизнь уже в качестве художника. Каждый день по пути на тренировочную площадку его глаза были прикованы к тегам и кускам местных уличных художников, и в какой-то момент на его глаза попался скрытый туннель рядом с линией поезда. И взяв своих двух лучших друзей, он решает отправиться туда, чтобы сделать свою первую работу. Как признается сам Дас, это место открыло для него совершенно новый мир. Van Barneveld, met heel veel moeite, strompelend naar de kant. В основу своего стиля он взял шрифты и начал эксперименты. По мнению самого Дас, форма шрифтов и букв зависит от того, какие эмоции испытывает художник, и именно из этого выходят уникальные формы. Все его дальнейшее творчество основывается на буквенных формах, на которые он тратит много усилий и энергии для развития своего стиля. Он часто рисует и делает множество набросков. Как раз скетчи и являются его основной и самой важной частью работы, которая необходима ему для дальнейшей эволюции своего стиля. Он очень придирчив к себе и к своей работе, и по истечению нескольких месяцев ему уже могут не нравиться собственные работы. Этот факт он расценивает как позитивное явление того, что он не стоит на месте и все время прогрессирует. Дас является одним из основателей Love Letters, команды из 10 европейских райтеров, а также член команды Iron Luck с 2008 года. Именно поэтому компания Iron Luck в 2010 году наградила Дас собственным цветом и выпустила ограниченную серию баллонов в его честь. Дас выбирает цвет Pantone 1525, который можно охарактеризовать как темно-оранжевый цвет. Называет DC Дас. DC — это ссылка на номер его футболки, под которой он играл в футбол, а цвет — это ссылка на его голландские корни. В общем, после последних событий дела у Дас пошли гораздо лучше. Но причиной этому стало бесконечное желание развиваться и прогрессировать в своем деле. Далекий 2011. После неудачи в футбольной карьере Дас переезжает в Австралию, в Сидней, где начинает чувствовать себя гораздо лучше и устраивает свою первую выставку под названием «Я люблю письма», которая проходит успешно.
И уже в апреле того же года, ровно через месяц, он выдает свою вторую персональную выставку в Мельбурне и называет ее «Между строк». На выставке было представлено множество цифровых, акриловых, маркерных и аэрозольных работ, а название выставки является отсылкой к чистоте его стиля и вниманию к деталям. Апрель 13-го Даз отправляется в творческий тур по 5 городам, близким его сердцу. Амстердам, Базель, Лондон, Париж, Мельбурн и Сидней. В каждом из городов он подготовил полотна для своей ближайшей выставки в Мельбурне, процесс создания которых был задокументирован профессиональным оператором Полманом Стефаном, который сопровождал его во время путешествия в каждом из этих городов. А сразу после возвращения началась работа над созданием 5 уникальных роликов, посвященных каждому из городов. Весь этот тур проходил в рамках собственного проекта DAS «Бесконечные перспективы», результатом которого уже в конце того же месяца стала необычная трехдневная выставка в Мельбурне, все под тем же названием «Бесконечные перспективы». Необычность этой выставки заключалась в том, что DAS устроил ее прямо на строительной площадке одного из строящихся зданий города. Около 1000 человек смогли попасть и увидеть работы, сделанные в ходе тура по Европе из 5 городов. Август 2014 года DAS принимает участие в групповой выставке в городе Херлин, Нидерланды. Херлин Фрески – проект, посвященный развитию уличного искусства. И для того, чтобы охватить более широкую аудиторию и привлечь внимание широкой общественности к тому, что уличное искусство может сделать для города Херлин, фонд организует различные мероприятия и тем самым привлекает уличных художников со всего мира. Июнь 15-го DAS устраивает небольшую сольную выставку в Чикаго под названием «Переход». На выставке он представил свои самые последние картины, включая крупномасштабную работу длиною до 5,5 метров. Выставка проходила в галерее Maxwell Collett, которая специализируется на пост-стрит современном искусстве. Галерея была основана в 2010 году с целью стирания различий между изобразительным и уличным искусством. Cupboard love. Cupboard love's different. Comes in a packet, not a tin. See this full pouch? Keeps it moist and squeezy. В сентябре 2016 года DAS демонстрирует свой творческий подход к выпуску своей собственной книги, демонстрирующей эволюцию его стиля вплоть до 2016 года, специально для которой он создает работу размером 1,5 на 2,5 метра. Работа представляет собой 56 уникальных частей, каждая из которых – это крышка коробки, в которой хранится одна из 56 книг делюкс-варианта. На создание такой работы DAS'у потребовалось примерно 1,5 месяца. Это был довольно продолжительный проект, признается сам DAS, поскольку я хотел убедиться, что каждую из 56 коробок можно считать достойным произведением искусства. Название работы с латинского переводится как «тот, кто создает». И действительно, его работа над собой и создание новых форм по-настоящему впечатляет. «17 сентября 2016 года, объединившись с не менее талантливым художником Кейс Макклейн, они создают картину аж в 6600 квадратных метров во Франкфурте. При поддержке команды тщательно отобранных помощников
Они провели целых 6 недель под землей, чтобы полностью оформить станцию метро Остенштрассе. Подготовка и организация этого проекта были значительными, и каждая деталь была тщательно спланирована. Поскольку туннели были полностью покрыты грязью, стены приходилось мыть, и это оказалось одной из многих проблем. Туннельная система не оборудована для обработки большим количеством воды, и поэтому, чтобы очистить туннель, пришлось спустить 1,5-тонный компрессор. После очистки стен туннели должны были быть загрунтованы в один цвет, и для этого потребовалось более 1000 литров покрытия. В качестве базового цвета туннелей они выбрали зеленый цвет. Не только потому, что зеленый выглядит свежим, но и зеленый цвет также означает рост, обновление и энергию. Плюс он традиционно ассоциируется с финансами и банковскими операциями. Вполне уместно видеть, что станция метро Остенштрассе расположена недалеко от Европейского центрального банка, в самом сердце финансового района Франкфурта. Когда же был нанесен зеленый базовый слой, Кейс и Дас принялись создавать свои работы на стенах в очень высоком темпе, поскольку задерживаться под землей было совсем не вариантом. После 2 поддонов краски и 6 недель напряженной работы туннели были полностью готовы. Станция метро окунулась в совершенно новые цвета. Если раньше эта станция не считалась хорошим местом для ожидания поезда, то теперь она является обязательным для посещения, если вы когда-нибудь посетите Франкфурт. Мы гордимся тем, что были частью этого уникального проекта, признаются сами художники. Октября 2017 года Дас празднует 20 лет своей карьеры граффити-художника. Это событие он отмечает выходом эксклюзивной новой книгой, которая показывает эволюцию его стиля. Книга основана на оригинальных тетрадях Дас и наполнена эскизами, рассказами и рисунками. Это честный взгляд на траекторию художественной эволюции этого художника. Она показывает самое начало пути с его самыми ранними эскизами. Страницы показывают, как развивался его стиль, и внимание к деталям становилось более утонченным. Это прекрасно продуманное издание во всех элементах его производства, от дизайна до печати. Список заслуг данного художника на самом деле гораздо больше, чем мы осветили в данном видео. Поэтому всем, кому интересно, советуем посетить его официальный сайт, ссылку на который мы оставим в описании под видео. Ну и в завершении хотим сказать спасибо за просмотр данного ролика. Мы рассчитываем на вашу поддержку. Подписывайтесь на канал, и в комментариях под видео мы ждем ваших отзывов. Увидимся в новых выпусках. Всем удачи и пока!